Привет, мои дорогие! Я Маша, и я хочу вам рассказать о своем эксперименте в дизайне человека. И это видео предназначено для тех, кто разбирается в дизайне человека. И я думаю, что будет неинтересно к тем, кто не знает, что это такое. По дизайну я спонтанный генератор профиля 1.3. Экспериментирую уже 3-й год. Я не могу назвать свой эксперимент радикальным. Мне кажется, у меня просто нет для этого условий. Я даже несколько раз пыталась бросить дизайн человека, типа это не для меня. Но жизнь снова возвращает меня к нему. Сейчас немного о себе. Мне 44 года, я замужем, у меня есть дочь, ей 21, и сыну скоро 10. Сыну через год моего эксперимента поставили диагноз аутизм высокофункциональный. Работаю бухгалтером на полную ставку. В свободное время имею хобби, танцую, восточные танцы. Имею долги в банке, растратила деньги от фрустрации. В общем, обычная жизнь обусловленного генератора. Близкие, друзья не интересуются дизайном. Когда я пыталась им рассказать о дизайне, то не поняли, о чем речь. В общем, в такой ситуации, как у меня, кажется, легче все бросить. Но не получается. Я училась здесь на курсах, живу я в Израиле. Училась в Израиле на иврите, на курсах по дизайну. Также я брала онлайн-курсы на русском языке. Сейчас снова записалась на курс рейф-картография на русском языке. Уже 3-й раз я беру этот курс. Прошлый курс рейф-картография я брала онлайн. Был слишком интенсивный для меня. Он был всего 6 дней, и потом сразу записывали студентов на ПТЛ-1, и я была не готова. И самое интересное, что мне не получилось участвовать на онлайн-уроках. Я слушала курс записи, и когда я послала учителям свои вопросы, они меня ответили. Объяснили это так, что они заняты сейчас студентами ПТЛ-1 подготовки, и у них нет времени. В общем, такой странный ответ. Поэтому я решила искать других учителей, и сейчас я скоро начинаю учиться у другого учителя, и очень надеюсь, что продолжу потом дальше на профессиональный уровень, конечно, если будет отклик. Теперь я расскажу о моем эксперименте. Я профиль 1.3, и поэтому я ничему не верю, пока не попробую на себе. И 3-й год я экспериментирую, и хочу сказать, что дизайн человека работает. Конечно, есть много вещей, с которыми я не согласна. Мне бы хотелось ими поделиться с вами. Это только мое личное наблюдение, это касается только меня. И, возможно, кому-то другому это не подойдет. В самом начале своего эксперимента я ездила на встречи здесь с аналитиком профессиональным, после того, как взяла чтение. И мне все время этот аналитик говорил: ты такой мощный генератор, вот просто откликайся и все. Больше тебе ничего не нужно. И я тупо смотрела на него и не понимала, как это. А я ни на что не откликаюсь. Как это просто откликайся и все. Потом мне очень хотелось встретить настоящего генератора, посмотреть. Генератор, который живет, откликается. Мне казалось, это такой удовлетворенный генератор.
которого все время спрашивают, и который только сидит и издает такие генераторские звуки, сакральные, ага, у, всякие звуки. Мне хотелось такого генератора встретить. И поехала я здесь на встречу поддержки, группа приехала, чтобы люди, которые уже давно экспериментировали, чтобы увидеть такого генератора. В общем, сидит аналитик, главный учитель проекта, спрашивает, кто какой тип. Оказалось много проекторов. Он говорит, ой, как здорово, что много проекторов. А вам это нужно. Генераторам-то меньше нужны эти встречи. Они там откликаются себе. Я оглядываюсь вокруг, смотрю, не вижу ни одного генератора удовлетворенного, который откликаются. Все так расстроенные выглядят. Потом они рассказывали историю своей жизни. И многие несколько лет в эксперименте я увидела, что они до сих пор не поняли, как принимать решение из отклика. И я расстроилась очень, как это так. Люди в эксперименте учат дизайн и не поняли до сих пор, что такое, как жить как генератор. И я решила продолжать изучать свой отклик сама. Сначала я просила мужа, спрашивая меня. Муж мне сказал, что чувствую дизайн человека. У него определенная голова, у меня открытая. И я, когда к нему подходила, у меня все время мысли в голове. Какая-то чушь, чем я занимаюсь. Перестала просить его. Потом просила своего сына, проектора, аутиста, задавать мне вопросы. Он задавал мне вопросы только для себя. И как можно, в общем, манипулировать. И я тоже перестала просить его, спрашивать. Потом я пыталась откликаться просто на все вокруг, на людей, вещи, вот на все просто старалась сказать ага или почувствовать эту энергию. Мне, в принципе, это понравилось. И самое интересное, что люди, на которых у меня было вдруг как-то стали пропадать из моей жизни. Это, в самом деле, что-то в этом есть, какая-то сила и какое-то чудо даже. Потом, на 3-й год эксперимента, я вдруг обнаружила что-то интересное. Я обнаружила, как откликаюсь просто на что-то, какое-то объявление, например, или картинку. Вот я смотрю, и как будто оттуда какая-то ручка, вот, и она трогает мое нутро где-то глубоко, вот, дотронулась, или фраза чья-то. Вот это интересное наблюдение. Кого-то трогает внутри, это только я начала ощущать, и я буду дальше наблюдать за этим. Теперь я хотела рассказать, поделиться своим наблюдением насчет ждать. Все время в дизайне говорят, что генератор ждет, пока придет что-то, на что он может откликнуться. С другой стороны, рассказывают, что генератор должен полностью разрядить свою батарейку, типа падать с ног, и только тогда иди спать. Я так не поняла здесь, что-то не то. С одной стороны, есть люди, которые рассказывают, я ждал годы отклика или месяцы жду отклика. А с другой стороны, нужно полностью разрядить свою батарейку к концу дня. И что-то мне не понравилось это. И я просто, по моим наблюдениям, поняла, что просто генератор, он не ждет. Он откликается. Он просто не знает, на что использовать энергию от момента к моменту. И он должен научиться понять от момента к моменту, как использовать свою энергию корректно. И это эксперимент. Этому нужно в самом деле учиться. Например, вот моя работа. У меня бывает очень много заданий на работе. Я просто их пишу или печатаю, эти задания. И стараюсь делать задания только на что у меня идет мое ага. Даже если начальник сказал делать сейчас и срочно, я все равно жду. Иногда очень страшно. Мне кажется, что меня сейчас уволят, и что сейчас что-то ужасное произойдет, и что останусь без денег. Но все равно я ждала, откликала и делала только то, что откликалось. И в конце концов результат, то есть произошло то, что я даже не думала. То есть не то, что в уме было, а то, что на самом деле работа выполнялась очень эффективно,
Отношения у меня на работе с начальством улучшилось и даже подняли немного зарплату. Просто я использовала делать что-то в нужное время и использовала свою энергию корректно. Что я хотела рассказать еще? Насчет сна в своей ауре. В самом начале эксперимента я сразу начала спать отдельно. Ну, так как дочка у меня была в армии, у меня была свободная комната, и большую часть времени я спала отдельно. Потом она вернулась из армии, и через 2 года эксперимента вообще у меня был какой-то тяжелый период, я решила бросить этот дизайн, и я бросаю дизайн и возвращаюсь спать в спальню вместе с мужем, все это чушь, не хочу все. И самое интересное, что я также спала хорошо с мужем, как и одна. Ощущение было такое, что только типа я спала в тишине, а сплю сейчас в шуме, что со временем привыкла спать в шуме. И разницы никакой нет. Я, конечно, не разбираюсь по дизайну человека о сне. Я изучу эту тему, и объяснение Ра меня не удовлетворило. В основном он рассказывал об уславливании эмоционального центра и сакрального. Мы с мужем оба генераторы, и эмоциональный центр у нас не определяется вместе, мы оба не эмоциональные генераторы. И вообще я, насколько знаю, что у нас тип меняется во сне, и есть транзиты, есть какие-то другие энергии, какое-то общее эмоциональное поле, энергетическое, то есть открытые центры, они никогда, в принципе, не бывают полностью чистыми, но я не знаю. Я буду это еще изучать, но все равно, несмотря на это, я стараюсь большую часть времени спать. Я даже пошла в салон на диване, сплю все равно в своей ауре, стараюсь, хотя пока еще не знаю. Мне очень сложно сказать, правильно ли это или нет. Что точно я знаю, что мой сон зависит, насколько я использовала корректно свою энергию в течение дня. Если я использовала ее корректно, то сплю я хорошо. И, конечно, генератор в ложном я, никакой он не мощный, и никакой он не сильный, а наоборот очень беззащитное такое существо с его аурой, которое все очень легко манипулируют его энергией. И мне кажется, в дизайне просто не хватает информации и достаточно инструментов для генераторов. Я, например, ни разу не слышала на уроках, что генераторов делили на пары, чтобы и давали домашние задания, чтобы они спрашивали друг друга, чтобы соединиться с собой. И, может, это старое сознание, все хотят пользоваться генераторской энергией, не знаю. И часто слышу в дизайне такую фразу, что генератор не знает, на что откликнуться, пока его не спросят. Мне кажется, в этой фразе есть элемент власти. Типа, ты генератор, пока я захочу тебя спрошу, ты узнаешь, а не спрошу, не узнаешь. Потом также говорят, найди человека, которому ты доверяешь, и чтобы тебя спросил. Вряд ли генератор в начале своего эксперимента найдет человека, которому он полностью может доверять. Ну, например, вот у меня муж и дети. Вряд ли они захотят, чтобы я жила только из отклика. И я же мама, жена. Привыкли, что я все делаю для них. Как же так, спрашивать меня? И такое прочее. Я, конечно, еще тоже не учусь на профессиональном уровне, но мне кажется, самое главное, интересное в дизайне, это именно не сам бодиграф, а то, что за бодиграфом, например, профиль, стрелочки вот эти правая и левая, правость и левость. У меня, например, правая больше, у меня всего лишь только одна левая перспектива. И я, например, чувствую с левыми людьми, которые больше левые, как, например, муж и старшая дочь, я чувствую, мы просто настолько разные и настолько друг друга не понимаем, даже больше, чем типы. Я чувствую разницу. Но это мне предстоит, наверное, еще учить в будущем, если получится. И потом я хотела еще рассказать о своем наблюдении об открытых центрах.
Я пока всего лишь 3-й год, и в основном наблюдаю за открытыми центрами. До определенности я пока еще не совсем добралась. Слышу я часто фразу «ложное я» в дизайне, что это такое враг, это такое плохое, с ним надо бороться и избавляться и все такое прочее. По моему наблюдению, это не совсем так. Я как-то сидела, и мне пришла в голову такая мысль, что вот открытый центр это типа вот как вот у нас желудок есть, и иногда мы принимаем правильную пищу для нас, а иногда неправильную пищу для нас. Иногда правильно это то, что может непривлекательно быть, и неправильно, как это вкусная еда там в ресторане, это может плохо быть для нас. Иногда нужно попаститься, очистить желудок. Вот типа вот так вот. Это мы должны принимать корректную энергию в открытый центр. Потом часто говорят, что вот открытый центр, открытая голова, все мысли не мои, или открытый эмоциональный центр, все эмоции это не мои, это типа не мое, мы принимаем не мое. Я танцую, и я часто копирую какие-то движения танцовщиц других. И я как-то спросила одну преподавательницу, говорю, это нормально вообще, что я копирую движения других? А получила очень интересный ответ. Если ты копируешь движение и делаешь его много раз, твое тело приняло это движение и чувствует себя с ним удобно, это уже твое движение. Поэтому мне кажется, то, что в открытых центрах, это что-то похожее. Если эта энергия корректна для меня, и я чувствую себя с ней хорошо, она моя, потому что она моя в теле. Да, она приходит и уходит. Может, это не часть меня. Может, это не часть меня. Это как, например, одежда, которую я ношу. Это моя одежда, но это не часть меня, а мое тело это мое. Как-то так. Но это тоже мне не нравится, когда говорят, что эта энергия не моя, типа. Это моя энергия, потому что я ее приняла, если она корректна для меня. Наверное, на сегодня хватит. Я надеюсь, интересно было меня послушать. И, может быть, что-то было полезно. И я также знаю, что у меня открытая голова и открытое горло. И, возможно, в следующий раз я буду думать и говорить по-другому. И всего вам хорошего. До встречи. И желаю вам удачи в вашем эксперименте. Пока.